Good. Okay. So, hello. Thanks first of all for inviting me to this conference. Добрый день всем участникам. Спасибо за то, что пригласили меня на эту конференцию. I would like to talk about the innovation instead of animal testing today, which means about current in vitro models for research on cosmetics. И сегодня мы поговорим о инновациях, которые призваны заменить эксперименты на животных, и конкретно о том, что в этом направлении делается в сфере тестирования косметики, косметических продуктов. I'm working as scientific coordinator at the organization with the NGO Doctors Against Animal Experiments, which is located in Germany. Сама я работаю координатором по научной работе НГО, которая находится в Германии, и называется «Врачи против экспериментов над животными». Doctors Against Animal Experiments is a charitable organization founded in 1979. «Врачи против экспериментов на животных» является благотворительной организацией, которая была основана в 1979 году. The NGO consists of around 3,000 members, of which 1/3 are doctors and scientists working in the medical field. Всего в организации 3000 членов, треть из них являются докторами и научными работниками, которые работают тоже в сфере медицины. We provide scientific information against animal experiments for scientists and for the broad public. Наша главная задача – это предоставлять достоверную научную информацию, которая подтверждает то, что эксперименты на животных не нужны, их нужно заменять. Информация эта предоставляется научным работникам и широкой общественности. We organize campaigns, actions, lectures and scientific congresses. Наша организация проводит различные кампании информационные, другие мероприятия, лекции, научные конгрессы и так далее. Our main aim is the abolition of all animal experiments for ethical and primarily for scientific reasons. Наша главная цель – это полностью остановить эксперименты на животных, и делаем мы это из этических, но не только этических, также научных соображений. We also promote an increased support of animal-free research and an increased support of disease prevention. Также мы поддерживаем различные программы, которые занимаются разработкой исследований без использования животных, и также поддерживаем программы по профилактике заболеваний. Animal tests for cosmetics have already been restricted in many places worldwide, as you can see on this map here. Как вы можете видеть на карте, которая сейчас на экране, во многих странах мира уже давно запретили эксперименты на животных в сфере косметики. You can also see that there is worldwide growing public rejection by the blue color in the map. А синим отмечены, эти страны отмечены оранжевым на карте, а синим отмечены те страны, где растет неприятие общественностью подобных экспериментов. Там не запрещено, но людям не нравится. In Europe, the testing and marketing ban for cosmetics exists from 2013. В Европе в 2013 году запретили полностью проводить эксперименты на животных в сфере косметики. This legislation has further driven the development of innovative animal-free research methods. И благодаря введению этого нового законодательства появилось много новых альтернативных методов исследования. However, these alternative methods have to be regulatory accepted, and the responsible European institution is the EURL ECFAM, which is the EU reference laboratory for alternatives to animal testing, and the European Center for the Validation of Alternative Methods. Однако все альтернативные методы также подлежат официальному одобрению, и занимается этим организация EURL-ECFAM, то есть это референтная лаборатория для альтернативных методов, альтернативам экспериментов над животными, и также это Европейский центр по валидации этих альтернативных методов. The ECFAM is part of the Joint Research Center, which is the Science and Knowledge Service of the European Commission. Также ECFAM является частью Объединенного исследовательского центра, который является научным центром
Европейской комиссии. ECFAM is conducting and coordinating research activities and validation studies for the safety assessment of chemicals. Также ECFAM проводит и координирует различные исследования и валидацию различных химических веществ и оценивает также их безопасность. As you can see on the scheme, during the validation process, ECFAM is in close interaction with different cooperation partners and stakeholders. В процессе валидации ECFAM взаимодействует с различными организациями, другими заинтересованными лицами, и они отображены на схеме, которую вы видите на экране. Additionally, ECFAM takes into account opinions from the SCCS, which is the Scientific Committee on Consumer Safety, and works also in close cooperation with the OECD. Также ECFAM принимает во внимание мнение, которое выражает научный комитет по защите потребителей, SCCS, и также сотрудничает и взаимодействует с ОСР. The validation process of ECFAM is can be subdivided into 4 steps. Процесс валидации, который реализует ECFAM, можно разделить на 4 этапа. The first step is the assessment of test method submissions. Первый этап – это оценка, собственно, методов испытания. The second is planning and conduct of validation studies. Второй этап – это планирование и проведение исследований с целью валидации. Then the independent scientific peer review by ESAC. Затем производится экспертная оценка, в которой участвуют… Sorry, you say ESAC? Is it ESAC, yes. The name ESAC. of the organization, right? Yes. В которой участвует организация ESAC. ESAC is the ECFAM Scientific Advisory Committee. ESAC – это научный комитет консультационной организации ECFAM. And finally, the fourth step is the development of an ECFAM recommendation. И четвертым этапом это, собственно, является разработка и предоставление рекомендаций от ECFAM. Many testing procedures are important for cosmetics research in terms of toxicology and safety and risk assessment. Как известно, косметические продукты подлежат многим испытаниям. Это токсикологические испытания, испытания безопасности продуктов и оценка рисков, связанных с их употреблением. These are, for example, the acute toxicity testing, toxicokinetics, phototoxicity, genotoxicity, carcinogenicity, eye irritation, dermal absorption, skin corrosion, skin irritation, and skin sensitization. Сюда относятся испытания острой токсичности, токсикокинетики, фототоксичности, генотоксичности, канцерогенности, раздражение глаз, всасывание через кожу, повреждение кожи, раздражение кожи и сенсибилизация кожи. And the good news is that for all these procedures, in vitro methods are available and are even accepted by ECFAM. И хорошая новость заключается в том, что для всех этих испытаний существуют альтернативные методы, то есть методы in-vitro, которые были утверждены ECFAM. Nevertheless, not all the in vitro methods that are accepted are also accepted as complete replacement of the in vivo studies. For example, this depends on the outcome of the study. И несмотря на то, что такие методы существуют, но не все из них можно признать полной заменой исследований in vivo, то есть многое зависит от результатов этих исследований. Also, not all assays are 100% animal-free. For example, animal-derived cell cultures are used or animal-derived additives. Также нельзя сказать, что они вообще не предполагают использование животных. Некоторые из них используют клеточные культуры, которые получены от животных, и различные добавки тоже, которые были получены из органов и тканей животных. Ex vivo methods can also be defined as in vitro. For example, the use of animal-derived tissue explants. Также
испытаниями и тестами инвитро часто называют методы ex vivo, хотя в них используются экспланты кожи, которые были получены от животных. This is hard to understand because numerous validation and pre-validation studies show an improved quality of human-based animal-free approaches. Ну и странно, что такими методами вообще пользуются, поскольку было уже много предвалидационных и валидационных исследований, которые показали, что можно эксперименты проводить полностью без животных, исключительно на тканях и фрагментах человеческого тела. I will now introduce some of these human-based in vitro methods for toxicokinetics. Я сейчас приведу примеры того, как это может быть реализовано в токсикокинетике. The definition of toxicokinetics is how the body handles a substance as a function of dose and time in terms of the concept of ADME, which stands for absorption, distribution, metabolism, and excretion. Что такое токсикокинетика? Это анализы, которые позволяют определить, как организм обрабатывает какое-то вещество с учетом принятой дозы, с учетом времени, которое это вещество действует на организм, с точки зрения концепции так называемой ADME, то есть это поглощение, распределение, метаболизм и выведение вещества. In vivo test methods that are used are mainly conducted in rats, for example, the repeated dose testing for 28 or 90 days. Традиционно использовались методы испытаний in-vivo на крысах, то есть это было многократное принятие дозы препарата в течение 28 или 90 дней. In this case, the substance is administered via the oral, dermal, or inhalation route, and then urine, feces, or tissues are analyzed. В этом случае препарат или вещество вводилось в организм пероральным, через-кожным или ингаляционным способом, и затем брались анализы мочи, кала и других тканей. The human-based in vitro test methods that are accepted by ECFAM are, for example, the CACO2 human intestinal cell line. Однако ЭКВАМ утвердил и предлагает альтернативные методы инвитро, которые делаются на человеческих клетках. То есть, например, пероральный метод – это так называемый CACO2, который делается на клеточной линии, взятой из кишечника человека. The human-derived liver cell systems, like, for example, human primary hepatocytes or the human HepRG cell line, are used to assess metabolism of a substance. Для оценки метаболизма вещества используются первичные гепатоциты человека и так называемая клеточная линия HepRG. The mucil air system is used for substances that enter the body via the inhalation route, which is currently under evaluation by ECFAM. А для оценки веществ, которые попадают в организм ингаляционным путем, путем вдыхания, используется так называемая система mucil air, то есть это система, которая в настоящее время еще не используется, но находится на оценке комитета EUR-ECVAM. Mucil air is not just a human cell line like CACO2 or HepRG, but it is a complex 3D tissue model of the human airway epithelium. И в отличие от двух предыдущих видов испытаний, где анализируется только клеточная линия, mucil air – это сложная 3D-модель человеческой ткани, а именно эпителия дыхательных путей человека. In the microscopic image of the mucil air tissue model, you can see that it consists of multiple cell types and multiple cell layers, and it has even cilia like the real human lung. Если вы посмотрите на эту модель, то вы увидите, что здесь полностью воссоздан эпителий дыхательного пути человека, то есть многослойность, различные слои, различные виды клеток, то есть практически полная реконструкция. Similar 3D tissue models are also available for skin and intestine, so for testing of dermal and oral toxicological effects. Также существуют подобные модели кожи и кишечника для оценки так называемых кожных или токсикологических воздействий, которые оказывает вещество.
All these human three-dimensional tissue models are derived from primary cells obtained during surgeries. Все эти модели тканей человека были получены на основании тканей, реальных тканей, которые были взяты у людей во время операций хирургических. They are available from different human donors, such as healthy asthma patients, smokers, patients suffering from COPD, so from the chronic obstructive pulmonary disease. И существуют такие образцы, взятые как у здоровых людей, так и у астматиков, курильщиков и людей, болеющих хроническим обструктивным заболеванием легких. The three-dimensional tissue models can be used under complete animal-free culture conditions. И, соответственно, эти эксперименты позволяют полностью заменить все эксперименты на животных. То есть животные вообще не нужны. New substances for cosmetics also have to be tested for eye irritation potential. Многие kosметические вещества должны подвергаться испытаниям на способность раздражать слизистую глаза. Eye irritation is defined as changes in the eye following the application of a test substance. Определение раздражения глаза следующее. Это изменения в глазу, которые являются результатом воздействия на глаз испытываемого вещества. In vivo animal experiments have been conducted using the Drey's rabbit eye irritation test. In-vivo методы, которые ранее использовались, в основном это был так называемый метод Дрейза, который делался на глазу кролика. That means the substance is applied to the eye of a rabbit and then irritation of the eye is observed. Заключался он в том, что вещество наносилось на глаз кролика и затем измерялась степень раздражения, которую оно вызывало. Depending on the irritation potential, the rabbit is either killed or reused for further testing. И затем, в зависимости от того, насколько сильным было раздражение, кролик либо умерщвлялся, либо впоследствии использовался для других экспериментов. This method has long been used for eye irritation testing, but has been proven to be very unreliable and test results being highly variable, as you can see on the scheme here, on the graph. Этот метод использовался много лет, однако потом было установлено, что получаемые результаты с помощью этого метода крайне недостоверные, и наблюдается высокая вариативность результатов, которую вы видите на графике справа. The graph shows the outcome of a Drey's rabbit eye test that was conducted with 3 different test substances. Здесь показаны результаты испытаний с помощью метода Дрейза для 3 различных веществ. The test was conducted by 24 different laboratories. Это испытание проводилось 24 различными лабораториями. And the mean average score was determined which reflects the irritation potential of the test substance. И выводился какой-то средний показатель, который призван был отражать способность этого вещества раздражать слизистую глазу. This clearly shows that the test is absolutely not reliable and not reproducible. Однако, как вы видите, тест совершенно недостоверный, потому что воспроизводимость результата очень низкая. In vitro methods have been approved by ECFAM, but as I previously mentioned, in vitro does not necessarily mean animal-free. У ЭКВАМ есть методы, которые они одобрили, которые являются альтернативой этому методу. Однако напоминаю, что все эти испытания инвитро не обязательно вообще не предполагают использование животных. For example, an ex vivo method is the isolated chicken eye test or the bovine corneal opacity and permeability test. Например, существует так называемый метод на изолированном глазу курицы или тест BCOP на роговице бычьего глаза. Это методы ex vivo, так называемые. Meanwhile, there are also animal-free in vitro methods that have been accepted by ECFAM. И помимо этих методов есть также методы, которые были одобрены ЭКВАМ и которые вообще не предполагают использование животных. This is, for example, the epiocular eye irritation test or the skin ethic eye irritation test. Это так называемые методы
которые позволяют проанализировать раздражение глаза, Epiocular и Skin Ethic. Both models are 3D tissue cultures similar to the ones I showed before for airway, skin, and intestine. Это все методы, которые основаны на применении 3D-моделей ткани, такие же, как я раньше показывала для кишечника и так далее. The 3D cultures are grown in a cell culture plate, the test substances are applied, and the relative viability is measured in a photometer. Здесь, как вы видите, используются специальные пробирки, в которых содержится клеточная культура, и в которой также помещается испытываемое вещество, и затем с помощью фотометра измеряется воздействие этого вещества на клетки. Depending on the irritation potential, the tissue is more or less viable. И измеряется так называемая жизнеспособность ткани под воздействием вещества, то есть в зависимости от способности вещества раздражать ткань, она будет ниже или выше. If the viability is below a certain threshold, the test substance is declared as irritant. И если эта стойкость к воздействию вещества ниже определенного порога, то вещество считается вызывающим раздражение и непроходящим эти испытания. This is a very precise and reliable method which has a high reproducibility. Это очень надежный, очень точный метод. Воспроизводимость результатов здесь очень высокая. Skin corrosion and irritation are also parts of the safety and risk assessment in cosmetics research. Также при оценке рисков, связанных с потреблением косметических средств, проводится так называемый тест на повреждение кожи и на способность вещества раздражать кожу. Skin corrosion is defined as the irreversible damage of the skin, visible necrosis following the application of a test substance. Что такое повреждение кожи? Определение следующее. Это необратимые повреждения кожи и также визуально видимый некроз, которые являются результатами применения испытываемого вещества. Skin irritation is defined as the reversible local inflammatory reaction of the skin following the application of a test substance. А раздражение кожи – это обратимая местная воспалительная реакция кожи на применение испытываемого вещества. The in vivo animal test that was used for this purpose is the Dreyse rabbit skin corrosion and irritation test. Метод тестирования in vivo, который применялся в данном случае, как правило, это так называемый метод Дрейза, который также осуществлялся на фрагментах кожи кролика. As you can see on the picture in A, first a patch with a test substance is applied to a shaved skin area of the animal. Как видите на фотографии A, вначале на кожу наносится патч с этим испытываемым веществом. In B, you see the skin of the rabbit at day 0. На фотографии Б вы видите кожу кролика в нулевой день. In C, you see the skin of the rabbit at day 7, if the substance is not irritant. И на фотографии С вы видите фотографию кожи кролика на 7-й день, в случае, если вещество не вызывает раздражения. And in D, you see the skin of a standard irritant group rabbit after 7 days, so if the substance is irritant. А на фотографии Д вы видите кожу кролика на 7-й день, если вещество раздражение вызывало. This test has been the gold standard test for a long time. Этот вид испытаний использовался в течение достаточно длительного времени. Later, it has been proven that it has a high variability, very limited reliability, and a poor prediction of human skin reactions. Однако впоследствии выяснилось, что вариативность результатов очень высокая, надежность низкая, и вообще эти результаты мало применимы к человеку. An in vitro test method for skin corrosion is the rat transcutaneous electrical resistance test, but this is also an ex vivo method. Существует еще один тест на повреждение кожи in vitro, но на самом деле он ex vivo, и это тест
путем измерения челюскожного электрического сопротивления, который проводится на крысах. All animal-free in vitro models that have been accepted by ECFAM are 3D tissue cultures of the human skin. Однако ECFAM утвердил ряд методов in-vitro, которые основаны на применении 3D-моделей человеческих тканей, то есть именно человеческих. For example, the epiderm model is accepted as full replacement for the in vivo test. И, например, модель эпидерма считается полной заменой испытаний in vivo. The regulatory accepted test endpoint is tissue viability. Применяемые в данном случае критерии, которые используют официальные органы, это также жизнеспособность ткани. What is also done is measurement of inflammatory mediators released by the tissue culture. Также при этом измеряется уровень воспалительных медиаторов, которые производят культуры клеток ткани человека. Reconstructed human epidermis very closely mimic the native human skin. Конструированные с помощью этой модели эпидермис человека очень хорошо имитируют реальную человеческую кожу. These models are used for a number of applications, also beyond safety and risk assessment. И эти модели используются не только для оценки рисков и безопасности, но и для других целей, для других испытаний. These applications include assessment of skin barrier function, skin hydration, whitening and pigmentation, skin anti-aging or aging, photoaging and UV protection. Сюда относятся такие тесты, как испытание липидной функции кожи, увлажнения кожи, побеления и пигментации кожи, также склонности кожи к старению и защиты кожи от старения, старение под воздействием ультрафиолетовых лучей и защита от воздействия солнца. These in vitro models have a lot of advantages over animal studies and also over tissue explants. Эти модели используются для испытаний инвитро, и они имеют огромные преимущества перед экспериментами на животных и даже перед экспериментами на фрагментах реальных тканей, эксплантах тканей. For example, no interspecies differences and human relevant data. Например, здесь не возникают какие-то факторы, которые связаны с различием в поведении реакции тканей различных видов животных, и эти данные, они напрямую относятся к человеку. То есть данные для животных людей могут отличаться, а эта ткань именно человеческая. The conduct of long-term experiments and repeated applications. Также в случае с 3D-моделями мы можем проводить эксперимент в течение длительного времени, многократно. They provide an excellent standardization and reproducibility. У них высокий уровень стандартизации и воспроизводимости результатов. The use of personalized skin models. Также можно настраивать модели кожи очень точно, именно так, как необходимо для данного конкретного эксперимента. The models are ready to use and the handling is very easy. Модели сразу же готовы к использованию, их легко обрабатывать, с ними легко работать. And finally, these techniques are very time and cost effective. В общем и целом, применение этого метода экономит время и деньги. Different 3D human tissue models can be combined and used to simulate a human organism on a biochip. И существуют различные другие модели, которые являются такой технологией человеческое тело на чипе, и они могут воспроизводить различные человеческие органы. The so-called multi-organ chip technology has not been accepted for regulatory purposes yet. Однако эта технология, органы на чипе, пока еще не утверждена официально. Nevertheless, this is one of the most promising animal-free in vitro models to be used for safety testing in the future. Однако это очень перспективная технология на будущее, то есть это полная модель эксперимента инвитро без применения животных. An advanced model is the so-called ADME chip, which was designed for toxicokinetic studies to measure absorption, distribution,
metabolism and excretion of a test substance. Самая передовая технология в этой сфере называется чип-ADME, которая позволяет измерить поглощение, всасывание, распространение, метаболизма и выведение вещества в организме. 3D human tissue cultures of intestine, liver, skin, and kidney are placed on this chip. На чипе размещаются ткани или так называемые органы кишечника, печень, кожа и почки. They are connected via a microperfusion system which simulates the human blood circuit and the excretory circuit. И все они соединены так называемыми перфузионными каналами, которые полностью имитируют кровеносную систему человека и выделительную систему человека. The microperfusion system has different spots for sampling, which means you can even take blood and urine samples. И в этой микроперфузионной системе существуют точки отбора проб, то есть вы, по сути, можете брать анализы крови и мочи прямо здесь же. There are different variants of these multi-organ chips, and different model systems can be used to simulate the human body. Существуют различные модели подобных систем, когда много органов располагаются на одном чипе, то есть это достаточно хорошая реконструкция человеческого тела. Recently, a 10-organ chip has been developed containing three-dimensional mini-organs such as stomach, liver, brain, or kidney. И недавно, например, вышла модель с 10 органами, тоже 3D-модель, где воспроизведены даже там почки, и даже человеческий мозг и желудок. Using a highly innovative technology, 3D mini-organs can even be grown from human hair follicle cells or skin fibroblasts. И в настоящее время эти модели могут производиться на основании клеточных культур, взятых из корней волос человека или фибробластов человека. These cells are then turned into iPSCs, so induced pluripotent stem cells by genetic engineering. Затем генные инженеры превращают или конвертируют эти взятые клетки в индуцированные стволовые клетки. From these iPSCs, all mini-organs of the human body can be grown. И уже из этих стволовых клеток выращиваются микромодели человеческих органов. The mini-organs are personalized because they conserve the phenotypic characteristics of the human body. Это, можно так сказать, персонализированные модели, то есть они содержат фенотип того человека, у которого были взяты клетки. Another approach to generate mini-organs and 3D tissue cultures is the bioprinting technology. Еще один вариант, как можно создать подобные 3D-модели, это 3D-печать, биопечать так называемая. This approach uses a 3D printer and bioinks that contain different kinds of human cells. Здесь используется 3D-принтер и так называемые биочернила, которые содержат различные виды человеческих клеток. That enables the generation of complex human-derived tissue cultures in a highly standardized manner. Это позволяет воссоздать многие виды тканей человека с очень высоким уровнем стандартизации. Last but not least, we have different kinds of computational models that can be used to predict the toxicity of substances with impressive reliability. И последнее, но не менее важно, это расчетные модели, которые также могут использоваться в испытаниях токсичности и предсказать то, как поведет себя препарат, как он будет воздействовать на тело человека с очень высоким уровнем надежности, достоверности. Some of these models have been accepted for regulatory purposes by ECFAM. Некоторые из этих моделей к вам уже официально одобрил. For example, QSAR, which stands for Quantitative Structure Activity Relationship Models. Например, модели QSAR, то есть модели количественной связи структуры активности. This model predicts biological or toxicological properties of test substances based on their physiochemical and structural properties. Эта модель позволяет предугадать или спрогнозировать биологические и токсические свойства различных веществ на основании их физико-химических и структурных качеств. Different endpoints can be targeted using this model. И с помощью этой модели можно оценить вещество по различным критериям. Another in silico model is the PBK model, which stands for Physiologically Based Kinetic Model. Еще одна
компьютерная модель, называется PBK, то есть кинетическая модель на физиологической основе. This is representing the ADME of compounds in humans or animals. Эта модель позволяет также рассчитать ADME, то есть всасывание, распределение, метаболизм и выведение различных веществ в людях и животных. It is possible to extrapolate in vitro to in vivo of toxicity data. Это позволяет проводить токсические испытания, которые полностью аналогичны испытаниям in vivo и in vitro. Another application is the simulation of internal concentrations of substances in the body. И еще одна модель – это так называемая модель внутренней концентрации веществ в теле человека. Coupling to target organ response models then gives the PBKD models, so physiologically based kinetic and dynamic models. И еще один вид моделей – это так называемая модель PBKD, то есть кинетическая динамическая модель на физиологической основе, которая позволяет оценить связывание вещества с органами-мишенями в теле человека и реакцию этих органов-мишеней. So the vision for the future is integrated approaches to testing and assessment. Какая у нас перспектива на будущее? В первую очередь применение целостных комплексных подходов к испытаниям и оценкам. And our aim must be the abolition of all animal experiments for ethical, for scientific and for safety reasons. И наша основная цель – это полное запрещение всех экспериментов над животными по этическим, научным соображениям и по соображениям безопасности. Because animal-free research is the science of today and tomorrow. Мы считаем, что исследования, в которых не используются животные, это наука сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Thank you for your attention. Спасибо большое за внимание. Может быть, вопросы какие-то есть? Так, вот тут человек спрашивает, уточните, является ли eye irritation тест заменой тесту Драйза? So the question from the public, from the audience, is whether EIT, eye irritation test, is full replacement of the Dreiser test. Yes, exactly. Да, можно сказать, что это полная замена. Есть еще какие-то вопросы? Так, вот еще вопросы и ответы. Так, это Инна Павловна Меркулова. Уважаемая Тамара, спасибо большое за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, используются ли в ЕС альтернативные токсикологические тесты на практике? We have a question from Dr. Merkulova, who thanks you for a very interesting and informative presentation. And the question is whether in EU the alternative test methods are used in practice, in the area of toxicology. They are used in praxis, but we have the problem that nevertheless in vivo animal testing is still required by, for example, ECHA. Да, такие методы используются на практике, однако проблема заключается в том, что такие организации, как, например, ЭКО, по-прежнему требуют, чтобы они дополнялись экспериментами in vivo. It depends also on the substance, if it is only for cosmetic purposes or also for other purposes, for example, household products. Также многое зависит от того, являются ли испытываемые вещества чисто косметическими продуктами или они могут использоваться для других целей, например, бытовая химия. If a substance is also submitted for cosmetics and also for household products, then animal testing is still required.
И если вещества одновременно являются и косметическими продуктами и бытовой химией, то требуется официально проводить эксперименты над животными как дополнение к альтернативным методам. We are also part in stakeholder forums, and we are doing a lot of work on European regulatory level and talking to ECHA to solve these problems. В настоящее время мы много работы проводим на европейском уровне, взаимодействуем с различными другими организациями, то есть так называемый форум заинтересованных лиц, и мы пытаемся каким-то образом внести корректировки в европейское законодательство, чтобы этой проблемы не было. In collaboration with other NGOs from Europe and also from other parts of the world, we are trying to reduce the numbers of animals for safety testing. И также в сотрудничестве с другими НГО, как из европейских стран, так и из других стран мира, мы прилагаем все усилия, чтобы максимально снизить количество животных, которые применяются для испытаний безопасности продуктов. Так, тут вот вопрос еще. Спасибо за интересный доклад, но какова цена в сравнении, ну, то есть альтернативных методов в сравнении с тестами на животных? Another question. The participant thanks you for a very interesting presentation, and he asks, what is the price of the alternative methods as compared to the traditional in vivo methods? There are already several publications showing that the methods, the in vitro methods, are much cheaper than animal experiments. Есть уже несколько научных работ, которые подтверждают, что исследования инвитро гораздо дешевле экспериментов над животными. And they have further other advantages, such as, for example, an easier handling and better reproducibility. И помимо этого есть другие преимущества, например, более высокая воспроизводимость результатов и также простота применения, в отличие от экспериментов над животными. Тамара, спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, каким образом валидируются альтернативные методы с использованием методов инвитро или все-таки инвиво, то есть что является прототипом для валидации? Thank you for a very interesting presentation. And the question is, how are the alternative methods validated? For the validation process, do they still need in vivo researchers with experiments on animals, or at least in vitro researchers, or anything else? They are tested for different parameters, for example, for reproducibility and also intra-laboratory reproducibility. Thank you. But just to specify the question, they ask whether for validation of the alternative methods, in vivo testing is still used. Yes, so in vivo testing is still the gold standard. Да, ну в первую очередь альтернативные методы оцениваются на воспроизводимость результатов, и также производится так называемая межлабораторная оценка, экспертная оценка методов. Однако, поскольку методы in vivo по-прежнему являются золотым стандартом, то для валидации альтернативных методов они по-прежнему используются. So animal experiments are not necessarily conducted to validate a method directly, but the alternative methods or the in vitro methods always have to stick to the gold standard of animal experiments, which is bad. И при этом не обязательно производятся именно эксперименты над животными, но проводятся исследования либо in vivo, либо in vitro, в зависимости от ситуации. И эти исследования проводятся по золотому стандарту, который как бы предполагает эти эксперименты над животными. Я считаю, что, конечно, это пока большой недостаток всего этого процесса. And animal experiments have never been validated. And if they would have been validated, I'm sure they wouldn't be used for safety testing. Sorry, the animal experiments are not validated, yes? No, they have never been validated scientifically. Также вы должны понимать, что эксперименты над животными
никогда вообще не проходили валидацию, и я думаю, что если бы они подверглись такому процессу, они бы по соображениям безопасности не были бы утверждены вообще. Ну, спасибо большое за ответ. И еще один вопрос. Значит, в чате он написан. Производителям косметики действительно хватает методов OECD, TG in-vitro для тестирования своей продукции? And the question from the chat, do you think that for cosmetic products manufacturers, it's enough to use OECD TG in vitro methods? Are they are these methods enough for serving this purpose of testing? Theoretically, yes, but as we know from internal meetings and internal discussions with ECHA, it is not the case. In the last years, it has not been the case that a substance has been registered only for cosmetics testing, but substances are also registered for example, household products and other purposes, which means that animal experiments are also conducted. Ну, теоретически, да, однако вот из наших последних обсуждений с ЭКО мы поняли, что в настоящее время очень редко вещества подаются только как косметические. Да? То есть многие вещества, продукты, они подаются как одновременно косметические, как бытовая химия или как еще другие виды товаров. И поэтому все равно для них приходится проводить испытания in vivo. And we also know from stakeholder meetings that companies are often complaining that animal experiments are required by ECHA, even if there is no scientific need for it. И часто на встречах заинтересованных сторон люди жалуются, что ЭКО по-прежнему требует проведения экспериментов над животными, хотя этому нет никакого научного обоснования. Тут задают тот же самый вопрос, но я, может быть, сама прокомментирую. Скажите, пожалуйста, какие есть методы, заменяющие эксперименты на животных? Нет, это, прошу прощения. Сколько будет стоить проведение тестов без животных? Но я сама отвечу на этот вопрос, поскольку спикер уже в целом ответила, что есть ряд исследований, которые показывают, что использование альтернативных методов, скажем так, поставленное на поток, стоит в результате значительно дешевле, в разы. Я сама видела эту статистику, в 2-10 раз дешевле, чем стоимость на животных. Значит, так, еще что я хотела добавить. То есть, если вам интересно, я могу скинуть вам эту статью по электронной почте. So, Людмила, то есть там даже указана конкретная стоимость этих тестов. Okay, Ludmila herself replied to the question. The question was about the cost of animal-free experiments, and so it really costs much less, sometimes 2 to 10 times less than animal experiments. Yeah, because animal experiments are especially expensive because of the housing of the animals. All the facilities are very expensive, and also the breeding of the animals. Да, дело в том, что эксперименты над животными достаточно дорогие, потому что, во-первых, требуются места их содержания, то есть само по себе содержание животных стоит денег, и также селекционирование животных достаточно дорогостоящее. Because for the experiments, you mostly use male mice and mice of a certain age. Обычно для экспериментов используются мыши мужского пола определенного возраста. So during breeding, these mice are selected, and you have a high dropout of other animals. И, соответственно, у вас гораздо больше будет, естественно, потомства, чем вам потребуется, потому что вы будете выбирать только его часть, а все это потомство необходимо содержать, как-то с ним работать.
And especially in basic science, you have also the problem when you use genetically engineered mice, you have even a higher dropout because of the genetic heterogeneity. Во многих других научных исследованиях также используются генетически модифицированные мыши, и там количество животных, которое может быть использовано, еще меньше из-за генетической гетерогенности. Because then you are also selecting for homozygous genetically modified animals. То есть вы там гомозиготных генетически модифицированных животных только можете использовать, ну, их очень мало. And all this increases the costs for animal experiments extremely. И учитывая все это, вы должны понимать, что да, стоимость экспериментов над животными очень высока. Но я больше не вижу как бы новых вопросов. Ну, это, наверное, пожалуй, все, да? Да, большое спасибо, говорят. Передайте, пожалуйста, большое спасибо нашему спикеру. So that's probably it, and many people are writing thanks to you. So the audience is very grateful. Thank you very much. And also the organizers, thank you for your presentation.